Привет, друзья, вы на канале Джорис и Джейк Видок. Как вы поняли, я играю в историю своей пачки Destinies, и играю я на джойстике. Вот так это выглядит, признаться. Игра на джойстике красная, да ладно. Иногда он будет двигаться сам, но это мне... Я не знаю, почему у меня так немножко джойстик барахлит. Он на самом так двигается. Я не знаю, что с этим делать. Самое трудное это уже на джойстике играть, чтобы отбить атак, потому что я не знаю, как это работает. Может, отбивание. Нет, да, все же поворачивается. Ё-моё, я же... The ravens had taken the town. Renato had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Renato hoped the people were just hiding. Так, больше серии. Да, вот я даже не двигал его, он сам туда решил побежать. Сейчас качнуть. Ага, у меня тут надо очко на руку, да. Что же мне качнуло? Что же мне качнуло? Людей, блин. Я про это говорю, то что у меня... Он сам... Вот видите, типа... Что он делает? Бестолочь вообще такая. Haven't you always wanted to do that? Ладно, пускай растирал, потом буду дать его купил. Видите, какая-то бестолочь, он сам по себе это делает. Я вообще не нажимал на левый стик, чтобы он двигался, он сам это делает, и я не знаю почему. Ведь драйвера все нормально были установлены, точнее. А почему он такое делает, не знаю. Возможно, что-то там с этим, с шнуром. Don't write. Don't call. Get it? Call? I just made that up. Джойстик очень сильно вибрирует. Каждый раз, когда я играю... He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or snack. They weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cop. We capture Zenobia, we find out what she knows. And that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general. Сейчас мы снова пойдем к Зенобии, потому что у нее остался там последний выбор, который надо с ней сделать. Вот, ну, от Лупина к Зенобии, и там выбор. Вот последний. А потом, если пойдем к Люпинам только с ядром, вот именно с ядром, потом борец от него можно пойти к Зенобии или забить на нее вместе с Люпином и собрать еще другое и Иблис. Уже там, кажется, почти все связано с Зенобией и Иблисом. And Renato had a feeling she'd want to see him again. Who knows what could happen between the two of them this time around? She knows all his plans, chuckled the master's spy. Вот я могу это пропустить. Так как вы множество раз уже видели этот смысл еще раз повторно показывать, я не вижу, поэтому пошлите уже как бы играть, потому что нам еще надо... И не борец узнать истины,
Иблис, а потом еще и Люпина с неборезом. Это уже просто какой-то движ в Париже будет. Если вам нравится, ну, если вы хотите, чтобы я еще пару миссий прошел на джойстике, прошел на джойстике именно, пишите это в комментариях. Наверняка вам будет смешно, если я буду на джойстике вас жать сильнее, чем на мышке, да? Да. Какого фига я спрятаться? Я сам. Почему он его притягивал, а не щит? Я же на щит целился. Да, хороший вопрос. Что за фигня? Ну, я не знаю, как это объяснить. Теперь я понял, зачем в некоторых играх делают прицел на врагу. Чтобы если ты играешь типа на джойстике, случайно не промахнуться ударом. Hero wall, hero sword, firewall, fire. Why was Lupino urging him to capture Zenobia? Obviously it was a trap. But you never knew how Lupino thought. Sometimes his plan was so convoluted they did the exact opposite to what Lupino wanted. And there must be some way to play on that, Renato thought. Хотя на мышке здесь это куда легче, чем на джойстике, наверное, потому что все же... Не знаю, почему мой так делает, но он сам по себе может вперед двигаться. So, what's this plan of yours? Use me as bait. Да, это случайно не And he пропустить. outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renato. Oh, go ahead. I'm sure you know better, said Lupino. Сейчас опять здесь одну очко заработаю. Так, парни, вас слишком много. Да, так кажется. Вам так не кажется, что вас слишком много здесь обычно бывает? Renato slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. Now I just wanted some privacy, Renato said. Renato knew she still had feelings for him. Maybe he could just cut to the chase. But was timing right for that? Блин. Я не помню, что будет, если я, например, вот этот выберу. А давайте попробуем. I know how you feel about me, baby. I know you want to be with me, Renato said. What? The Emperor's evil, babe. I'm nice. Remember how nice I was back in school? You were an idiot in school. You said I was funny, said Renato, starting not to like how the conversation was going. The Emperor pulled me out of an alley. Don't tell me he's evil. Yeah, but did you ever wonder why? No, I didn't. Why don't you ask him? Well, because I know why. He wants to sacrifice you. You can tell him that when he interrogates you. Can't we just start this over? But Zenobia shut him in the hold of the ship. He had no one to explain anything to until he was brought to the Emperor's interrogators. After that, it's just screaming. He had tried something bold and paid the price for it. Понятно. Сейчас опять здесь будет вырезаться.
The city was already under Zenobia's control. Что ж, дорогие друзья. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogator. Что ж, дорогие друзья, вот с этого момента сейчас будет здесь вырезаться, потому что я не знал, что именно так получится, поэтому я сейчас щелкну, и вы увидите уже тот кусок, который уже надо было. И вот мы снова вернулись сюда. Нам надо вот Did you ever wonder why the Emperor adopted you? And he told her why. His Imperial Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him immortal. But to seal the bargain, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. You're lying. She was furious. You can't prove that. I can. And so, we set sail for the Nexus. Забавно, если посмотреть на какие-то другие истины, в записке было сказано, что как бы он обращался к Зенобии так, как будто она уже знала, что она будет жертвой. Well, he's not exactly alive, but it can talk and it can't lie. You took a big risk. You know, I could just cast a spell to make you tell me where the rebel base is, and you wouldn't consider that cheating? She frowned. Ugh, fine. Let's go get your witness. Что я хотел сказать-то? То, что в некоторых записках... After atrocities that the Empire hushed up. Renato had rescued a priest whose order had been massacred for one book. He had slept in a burnt village. Dead kittens and puppies had come to tell him what the Emperor had done to them. То, что, кажется, в некоторых записках было сказано то, что Зенобия как будто знал, что она будет жертвой, но и смирился с этим. Тут как будто она не знает. Я, правда, не понимаю, кому что не так. Возможно, просто одна истина, это сказать, другая реальность, получается, или линия будущего. Я буду считать это линией будущего. Я очень в этом плохо разбираюсь. Типа в том, что забавно, у всех ворон из оружия это булава. У одного булава, у второго булава. Я никого не видел здесь клинков, кроме Зенобии и Ренальда. She caught up with him. Don't you think I'd know if my father started practicing black magic? Why? Would you want to join in? Oh, no, I'd destroy his books and... All right, I suppose I wouldn't. She stopped, troubled. He ran on. Слушай, если ты думаешь, что ты не будешь этим заниматься, это еще не означает, что ты реально не будешь этим заниматься. Потому что все же... Как правильно будет это сказать-то? Не все могут подтвердить свои слова. Например, один может сказать, что если бы мы были бы в опасности, я бы тебя бы спас. Я так думаю. А на самом деле, может, он даже бы не спас своего друга. Я хочу сказать то, что ты, наверное, думаешь сейчас, что ты бы этим не занимался, еще не означает, что ты бы этим реально бы не занялась бы. Да? Ну, камон, какого фига каждый раз-то? Потому что... Вот почему же. Сейчас нечто такое снаряд третий, да. И не будем помнить нашего капитана. Очевидность. Look, it's not personal, but you're so terrible. Чуть не угадал. Что ж делать? Слишком много здесь бывает, а?
как вот поздно, сколько у вас? Нет только больше очков. О. Renato had learned so much about. What was it again? Хотя, я тут подумал, было бы классно бы еще раз бы, наверное, Человека-паука сыграть. Но у меня и так задолженности это сделать видео по DMC всех предметов, а также Бэтмен тоже, Арkham Asylum тоже сбор всех предметов. У меня и так эта задолженность висит. Я не думал, что сейчас у меня есть время, чтобы поиграть в какую-нибудь другую игру. Хотя, кого я подумал, у меня есть на это время. Я играю в Darksiders 3, а также одну онлайн-игру под названием Dead by Daylight. Возможно, когда-нибудь, если мне появятся у ней друзья, я буду играть вместе с ними и снимать. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had taken care to burn the reanimated witness to cinders. Zenobia stared around, shocked. The scientists had been neutral. They had no part in the rebellion. Take me to your council, she said, shaken. I have things to tell them. It was what Renato had gambled on. The Zenobia would turn against her father once she knew his madness. But the rebel base was secret. Could he really risk taking the Emperor's daughter there, even if she did love him? Renato reached Lapino by Farspeaker Toad, the one creature the Ravens had left alive at the observatory. Lapino seemed awfully anxious to meet him at the secret base. If he was a spy for the Empire, he'd turn around and reveal the coordinates to the Empire, jeopardizing the entire rebellion. But Renato couldn't bear to think that Lapino would commit such horrible treachery. There was still good in the Mad Rabbit. He felt sure of it. I'll meet up with you at the base, Lapino said through the Toad. Good thinking. Renato gave him the coordinates. There's a shuttle here I can borrow. Renato found Zenobia in the chart room. I've been having awful dreams, she said. Dead kittens and worse. I thought they were only dreams, you know. Why would anyone want the lost gods back? In those days, the favorite of a god could become immortal. She held herself and shivered. He wants to become an eater of souls. Well, I'm not afraid of dying. Just dying of boredom. Renato said, but she didn't laugh. Silence fell as they flew towards the ruins of the city of Ubar, where the rebellion leadership was hiding. If Zenobia couldn't help them fight off her father, no one could. Так, чё, я опять видео на 40 минут, похоже. Ура! Ура! As they touched the ground, he could smell the ravens and hear their hungry caws in the distance. They're probably looking for me, she said. You go on ahead. She had that fiery look in her eyes that he'd always loved. It was a bit odd, though. How easy she'd been to convince. It was what he'd gambled on, but he'd expected more of an argument. She'd always loved to argue. She considered it the fastest way to the truth. Maybe she'd long suspected the truth. Sometimes all it took was taking the bandages from your eyes. That must be it, he told himself. Знаешь, чтобы начаться большой пожар, хватает одной спички. Я имею в виду, если говорить об этом, в таком ключе, то да. Если она правда что-то могла подозревать, то, возможно, она... Стой там, стой там! He thought about Hypatia. Oh, she'd been an amazing rabbit. She could talk to him about comics, talk to her son about history and battles, and talk to scholars about the ancient tomes hidden deep in the vaults of the library of Ubar. Well, Renato был разрушен. Обсерватория, можно сказать, туда такое... Если бы я, например, у нее есть
был бы там. Я вначале бы не поверил бы в это просто. Но если бы мне показали воздушную обсерваторию, в которой, похоже, были несколько еще людей, которые ни в чем не были виноваты, можно сказать, даже нам не участвовали в этой войне, а просто исследовали, то это слишком жестоко. То я бы тоже поверил, что все же он творит какую-то фигню. They caught their breath under a ruined arch. It's beautiful, she said. This was the library of Ubar, he said. Your father's ravens thought they had an ancient book. She nodded. Was she crying? This was exactly what I wanted, Renata thought. To turn her to our cause. So, why do I feel something is terribly wrong? Because nothing ever goes this smoothly, is why. Все очень просто как-то. Hey, why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Я даже не знаю, наверное, как сейчас взаимодействовать. Больно, потому что все же тот, кто, можно сказать, подобрал ее с улицы и воспитал как собственную дочь очень долго. Я даже не представляю, как я понял, знать, что он хочет ее использовать для ритуала темного. И даже запрещенного именно ритуала. Потому что понятно, что он был запрещен, когда император. Break the ice with this wall, so to speak. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. The council toads swarmed around Zenobia, shocked she was there, shocked she had changed sides. Then, the walls exploded. He heard toads croaking, "Oh, the ravens!" Blackbirds were pouring through holes everywhere. "It's a trap!" cried the council speaker. In the confusion, he saw flashes of magic. Then Zenobia being hustled off by Imperial troops. So, she had betrayed him after all. Renato ran for his ship. The Farfarer flew into the clouds, barely losing the Imperial ravens pursuing him. The rebellion was lost, and he had lost it. There was nothing to do but find Zenobia and make her pay for her treachery. His heart ached. He still loved her. But he had trusted her, and he had been a fool. She would be back at the fleet, gloating with her mad, bloodthirsty father. For all Renato knew, she was helping him bring back the old, lost gods back from their exile. Renato landed in the middle of the Imperial fleet. The rebels were losing badly. Without leadership, it was a slaughter. Renato felt strangely free, trying not to think about how he had lost the war. Trying not to think about how he had loved Zenobia, blinded himself to her treachery. That's
what it meant to be a hero. To keep on fighting after the most bitter of betrayals. To never know if you could trust anyone. Cats. What a waste of fur. Но это еще не точно, что она помогала своему отцу. Вот как она называется. Я точно сказать, что она правда помогала своему отцу все же в этом Renato had деле. heard stories of a dungeon where chests were filled with potions and weapons. Fairy tales. Это во-первых. Во-вторых, ой, что я хотел сказать, я уже забыл про это. Had the mad rabbit fled to safety? Or was he forlornly carrying on with the few rebels Renato could see here or there? It didn't matter anymore. All there was slash and spin, parry and lunge, over and over as he fought his way across the fleet. All there was finding the girl he'd once loved, who had used his love against him and putting as big a hole in her heart as she'd left in his. Imagine getting a horse up in one of these things. He would be cursing a blue streak. Я думал, это надо будет к ее кораблю подниматься. Нет, надо будет тут. Что ж, сейчас мы все узнаем. Что да как. Блин, называется кабанчиком. Ага. Видео немножко запоздало от звука, да? А что такое бывает. And suddenly Zenobia was there, advancing a Lapino. So the mad rabbit had survived. Save me, or I'm done for! Screamed Lapino. Zenobia turned, showing her teeth in a smile. You're alive! Renato ran towards the witch. Lapino's the one who betrayed you! She shouted. He warned my father! Before he could think, Renato sank his sword into the sorceress. She stared at him, heartbroken. No! Lapino's the traitor! Renato had an awful, sinking feeling in his stomach. Then, he felt a knife in his back. I'm afraid she's right, said the mad rabbit. Ain't I a stinker? Then, the sun went out. Damn it. Oh, again?
But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. He must have not used them the right way. What was the best, worst mistake he could make? Probably trusting that traitor Lapino. Нет, ну, я понимаю, конечно, что можно было уже закончить игру, но так интересно другие узнать концовки просто. Бесконечный момент. Что это за герой? Герой, который продолжает сражаться даже после самого горького предательства. Угу. Вот он, бесконечный мест, сомнения прочь, почти честно, в угол кошки, так, голоса, пробуждение, Рейнардополь, чего? Понял. Я не сразу догнал до этой фишки. Так, что дальше-то? Китайцев. Ага, понятно. Это другое надо будет уже. Подождите, а разве я... Нет, найти этот пост. Это уже Сульпина была. Ладно, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, все понравилось. Вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поддерживайте канал тем, что я сейчас перечислил. Еще чуть-чуть, и мы закончим эту игру. Подумаешь, еще пару истин. Ха-ха-ха. Истории, точнее. Но я с вами прощаюсь. Надеюсь, вы отлично проводите время. Отдыхайте летом, последний месяц лета. И уже нашли, где будете учиться или работать. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока и хорошего вам настроения.